Приветствую, друзья! С вами Евгений, это первый влог на моем канале. Вы уже могли видеть меня в летсплеях, которые я с недавнего времени стал записывать с вебкой. Но на всякий случай, для тех, кто на канале недавно, я представлюсь полностью. Меня зовут Евгений Губанов. Я публикую на своем канале видеоклипы на тему фильмов, игр, аниме. Читаю рассказы, а также периодически пилю обзоры на околоигровые темы, записываю летсплей, ну и всем в таком духе. Это как бы у меня первый влог, тут наверняка все пойдет не так, как надо, я тут постарался выставить свет, как бы записываю на обычный телефон, разве что микрофон нормальный. А так, в общем, не судите строго, как получится, так получится. В общем, что еще? Иногда подкасты записываю по разным интересным темам, обычно на что-то из сферы науки, философии или просто что-то общепознавательное и интересное. Так, о чем же будет этот первый вложик у меня на канале? Из названия, я думаю, уже в целом понятно, но сейчас я расскажу подробнее. Так вышло, что в один прекрасный момент, неожиданно для самого себя, я внезапно увлекся спортом. Вот это поворот! При том, что спортом я никогда раньше не занимался. Так что сегодня я хотел бы вам рассказать о своем пути к спорту, к здоровому образу жизни, о режиме, о дисциплине, о том, как это повлияло на мою жизнь. Хочу поделиться личным опытом, именно опытом не какого-то профессионального там бодибилдера или профессионального фитнес-тренера, а вот самого обычного человека, который до недавнего времени был максимально далек вообще от спорта, насколько это вообще возможно. В школе там я вообще спортом никогда не занимался, не увлекался, да вообще я даже всячески избегал физкультуры, а спорт считался чем-то таким геморройным, тяжелым, ненужным, уделом качков и желающих поднимать штанги по 200 килограмм и фанатикам, стремящимся там заполучить какое-то там супер красивое тело, мышечный объем, там как у Шварценеггера в его лучшие годы. В какой-то момент все переменилось, и мое отношение к спорту изменилось. За примерно 1,5 года, как я начал заниматься спортом, я скинул почти 40 килограмм, привел себя в хорошую форму. На монтаже я тут где-нибудь размещу фотографии для сравнения, как было и как стало, чтобы было понятно, каких результатов у меня получилось добиться. И как бы к чему приводит спорт и здоровый образ жизни. Так, далее я сейчас расскажу, как я вообще встал на этот путь спорта, как по нему шел, с какими трудностями пришлось столкнуться, какие ошибки я совершал и как преодолевал препятствия вот на этом своем новом пути жизненном. Этот влог я разделю на разделы, чтобы он был более таким структурированным, так как вот за все время, пока я занимался спортом, накопленной информации за время тренировок очень много, и вся она важная, поэтому сначала будет что-то вроде такого вступления, где я опишу свой личный спортивный путь, а далее уже перейду к более конкретным и подробным практическим советам и рекомендациям для желающих худеть, тренироваться продуктивно и, главное, безопасно, потому что как бы этой теме я тоже уделю достаточно много времени, именно как тренироваться безопасно, без травм. Так вот, по поводу моего именно пути. Как я уже сказал, я всячески избегал спорта, считал это лишним, ненужным, трудности дополнительные, которые в жизни, в принципе, ни к чему. Я вел такой достаточно праздный, скажем так, образ жизни, ел что попало, главное, чтобы было вкусно. Любил хорошее пиво, виски, вот таким вот образом, вот постепенно, на фоне неправильного образа жизни, мой вес вот постепенно рос, и в начале 2023 года дошел уже до 120 килограммов. При росте примерно у меня 188 сантиметров. И это уже начало становиться проблемой, я часто болел, и простудными заболеваниями появились специфические проблемы из-за лишнего веса, вроде приступов ночного удушья. Даже порой было тяжело сползти с кровати, просто вообще ни на что не было энергии. Дошло уже до того, чтобы вот просто вот завязать шнурки, это было целое приключение. Я предпочитал даже выбирать обувь без шнурков, чтобы просто вот стоя с минимумом усилий, не нагибаясь особо, просто вот так делал и пошел.
Причем вот первые вот эти звоночки всяких проблем из-за лишнего веса, они начались, когда я уже постепенно начал, в принципе, задумываться, пришел к осознанию этой проблемы. Они еще за много лет начались, где-то лет 10, может быть, назад. Еще тогда я как бы начал подумывать, что неплохо было бы начать там какую-то физическую активность, там спортом позаниматься, все-таки привести себя в более-менее в какую-то нормальную форму. Мечтал я купить себе тренажер домой, так как в спортзал я ходить не хотел. Но особо останавливаться на причинах, я думаю, не буду. Думаю, тут и так меня многие поймут. Если кратко, то, во-первых, абонемент в хороший зал, если рассматривать, то он не дешевый. А во-вторых, поход в зал — это дополнительная как бы трата времени и на дорогу, и на сборы, там и одежду специальную, там и обувь специальную надо, как бы, ну, чтобы нормально, комфортно тренироваться. Ну и в-третьих, фактор как бы того же стеснения, как бы, я думаю, который знаком многим, опять же, его никто не отменял. Поэтому, как бы, единственный вариант для себя я рассматривал именно исключительно занятия дома, в спокойной обстановке, где меня никто не отвлекает, никто не мешает, ну, все в таком, как бы, духе. Но вот просто взять и начать, как бы, заниматься не получалось вообще ни в какую. Всегда находились какие-то оправдания, отмазки, вроде вот куплю тренажер, тогда и начну. А в свою очередь, вот, чтобы не покупать тренажер, находилось еще там 100 или 1000 там даже причин, как бы и дорого, и ставить некуда. Вот там такие мысли приходили, что вот я перееду в другую квартиру, там в свою уже в новую от родителей съеду, вот тогда, и все в таком духе и так далее и тому подобное. Думаю, что даже не будет удивительным тот факт, что когда я все-таки наконец-то переехал, я все так же не купил тренажер, нашлись еще новые, ну или хорошо забытые старые отмазки, то есть там так тянулось, в принципе, еще несколько лет вот это вот катавасия, что тренажер потом, сейчас вот есть более важные дела, вот все в таком духе, как бы все это откладывалось бесконечно просто, бесконечно, вот эти оправдания и откладывания на потом. Ну вот, как я уже ранее упоминал, в какой-то момент как бы лишний вес уже начал прям создавать уже ощутимые проблемы мне как бы для здоровья, для комфорта как бы жизнедеятельности, скажем так. Плюс наложились некоторые эмоциональные потрясения, связанные там, например, со смертью отца. Поэтому вот спустя годы вот этих вот откладываний, постоянных оправданий, различных отговорок, я наконец-то решился на покупку тренажера. Сначала даже думал, что как бы этим все дело ограничится, вот я его купил, так буду иногда что-то там пытаться на нем делать, и все. Но я ошибся, тренажер все-таки я в ход пустил и не забросил. Тренажера, значит, выбирал долго, кропотливо, но я все обычно долго, кропотливо выбираю. В итоге купил кросс-тренер, это такой некий гибрид степера и эллиптического тренажера. В целом, по ощущениям, он напоминает подъем по лестнице на лыжах. Ну, это шутка такая. Ну, конечно, поскольку он создает дополнительное как бы сопротивление, вот именно при кручении его педалей, то это как бы можно описать именно как подъем по очень такой высокой лестнице с отягощением, ну, скажем так, в виде какого-нибудь там рюкзака с кирпичами, что-то в этом роде. Ну, тут каждый может выбирать себе по своему как бы вкусу, кому что больше нравится. Например, как бы велотренажер мне просто был не по душе. Беговую дорожку я не захотел из-за того, что классический бег, он создает высокую нагрузку на колени, а мне бы этого не хотелось. Еще к тому же при большом лишнем весе это усугубляется как бы в геометрической прогрессии, это там очень просто огроменную нагрузку дает на коленный сустав, прям можно травму получить даже до такой степени. Поэтому это все очень довольно критично может сказаться на здоровье, поэтому этот момент стоит учитывать, особенно если у вас сейчас тоже есть как бы значительный лишний вес или уже есть какие-то проблемы с коленями, то с бегом надо быть очень осторожным. Лучше выбрать что-то более безопасное из кардионагрузки. Ну так вот, тренажер был приобретен, дело пошло. На тренажере я начинал заниматься очень медленно, осторожно, так очень плавно наращивая нагрузку, не спеша. Так начинал я вообще со смешных 2 минут в день. Вот на одном из самых слабых режимов по нагрузке, там их, по-моему, 20 режимов есть. Я вот начинал с 3-го из 20. Каждую неделю я сначала прибавлял время занятий, там по несколько минут, там 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты, 6 минут, ну и так далее. А когда уже дошел до базовой продолжительности, там у этого тренажера базовая программа это 20 минут,
По такой же схеме я уже начал наращивать и нагрузку. Прибавлял там по одному пункту в неделю. То есть там, допустим, у меня было несколько, там 3 кардиотренировки в неделю. На каждой немножечко там по одному пунктику себе накручивал. Точнее, не на каждой тренировке, а каждую неделю. Ну, то есть, как бы получается, что вот 3 тренировки у меня в неделю кардио было, и 3 тренировки я на одном сложности проходил, потом 1 пункт прибавлял, и в следующей неделе уже более сложные тренировки, усиленные, начинал делать. Так вот, значит, затем я снова еще увеличивал время занятия каждого. В итоге уже там через полгода занятий на тренажере я начал заниматься на максимальном уровне сложности, это 20 из 20, и по максимальному времени на одну сессию, это 30 минут там на программу можно выставить. За одну такую тренировочную сессию я сжигаю примерно 550-600 килокалорий. Как-то раз ради любопытства я даже прикинула, сколько это в переводе на какой-то вот реальный аналог, чтобы было с чем сравнить, что это за нагрузка такая. Я, короче, замерил ход педалей на тренажере, число оборотов, которые он делает, и оказалось, что вот один такой подход к тренажеру равнозначен примерно подъему по лестнице на последний этаж небоскреба Бурдж-Халифа. И это чисто по именно пройденному расстоянию, без учета вот создаваемой тренажером дополнительной нагрузки. А тут как бы еще можно добавить, что на Бурдж-Халифа, да еще с рюкзаком кирпичей. Вот как-то такая примерно получается нагрузка. Тут я отдельно отмечу, что сначала я боялся вообще, что надолго меня не хватит, что я устану, задолбаюсь, брошу и тому подобное. В принципе, это довольно распространенная история. Но в итоге, как показал опыт, мне тренировки эти очень зашли, занятия мне очень нравились, и еще после тренировки было такое особенное приятное ощущение, похожее на опьянение, я бы даже сказал, и дышалось вот так вот легко, как будто вот ты только что в лесу погулял. Потом я уже загуглил, узнал, что это такой интересный эффект происходит из-за перенасыщения крови кислородом. Впоследствии этот эффект, он уже так немножечко сгладился, ну, я просто, наверное, уже к тренировкам привык, и в итоге важно тут то, что даже несмотря на всю былую неприязнь к спорту и на протяжении всей своей жизни, всяческих избеганий спорта, вот в свои 38 лет, когда я начал заниматься спортом, мне вот внезапно это очень сильно понравилось. Прям я втянулся и даже с нетерпением начал ждать вот каждой следующей своей тренировки. По мере того, как я начинал тренировки, погружался в изучение всяких теоретических аспектов, связанных с похудением, тренировками и правильным питанием, и всеми сопутствующими темами, встал у меня вопрос, что при активном похудении с высокой кардионагрузкой, к которой, собственно, и относятся и бег, и многие тренажеры кардио, вот такие же, как у меня, например, там начинают сгорать также и мышцы. Поэтому с целью сохранения мышечной массы, впоследствии как бы ее еще и наращивания, через какое-то время занятия на тренажере я начал разбавлять еще, конечно же, силовыми тренировками, с гантелями, еще позже там гиря добавилась, но об этом позже. Ну, в общем, короче говоря, со свободными весами я также начинал заниматься очень аккуратно, постепенно наращивал вес гантелей и начинал сначала по 5 килограмм, прям вообще легчайшие. Сейчас уже у меня рабочий вес основной это по 20 килограмм гантелей, максимально у них, по-моему, регулируется 25. В общем, как-то приближаемся потихоньку к максимуму у этих моделей гантелей. Сначала тренировки были достаточно хаотичными в плане состава упражнений, разделений там по группам мышц. Я пробовал разные. Сначала тренировка была на все тело за раз, потом все же я перешел на сплит, начал разделять по группам мышц в разные дни. Для меня так оказалось, в принципе, комфортнее. Но вообще, в целом, это не принципиально. Мнения тут даже в профессиональной среде, среди там тренеров профессиональных, они делятся примерно поровну. Поэтому я думаю, что стоит попробовать оба варианта и уже потом выбирать, что лучше подойдет лично вам. И это касается не только общей системы, там, сплит или все тело, но и подбора конкретных упражнений. Например, я перепробовал 4 варианта тяг гантелей на широчайшую мышцу спины, прежде чем я нашел наиболее хороший вариант именно для себя под свои ощущения.
Для прокачки пресса я выбрал довольно экстравагантный метод. Я всегда терпеть вообще не мог скручивания классические, вот что обычно применяют когда пресс качают. В один момент во время поиска альтернатив я наткнулся на необычный спортивный снаряд, гимнастический ролик для пресса. Заниматься на нем оказалось очень тяжело, особенно поскольку я был тогда прям совсем новичком, но в то же время это было интереснее и гораздо прикольнее, чем обычно вот эти скручивания, которые я, как я уже сказал, ненавидел. Но если вы начинаете с нуля, то, исходя из личного опыта, я бы его все-таки не рекомендовал для неподготовленного человека. Упражнения с ним могут быть травмоопасные. Особенно при наличии лишнего веса, очень нужно осторожно с ним заниматься. Запросто можно травмироваться, это просто поясницу сорвать легко очень. Я более подробно расскажу о таких тонких нюансах занятий с роликом немного позже, когда я буду рассказывать про про безопасность спортивных упражнений. Если все же решитесь именно на занятие именно с роликом, то настоятельно советую посмотреть правильную технику работы с ним. Для новичков именно на YouTube таких роликов много, там много нюансов, чтобы и поясницу не сорвать, и пресс не сорвать. В общем, это очень важно, очень советую технику соблюдать. Для новичков в плане пресса я бы все-таки порекомендовал бы начать с чего-то более простого. Если, например, ненавидите скручивание, как и я, то можно начать, к примеру, с подъема ног лежа или в висе, тоже хорошее упражнение, но не такое неприятное, как тоже скручивание. Кстати, по поводу скручиваний, их просто еще нужно делать правильно. А их правильно делать не очень приятно, поэтому в основном их мало кто любит. В качестве дополнительных разминочных мини-тренировок прошлым летом я добавил еще отжимания и турник. Подтягивания вообще мне давались очень тяжело. Даже в школе я не мог вообще ни одного раза подтянуться, ни в универе, ни в школе. Но медленно, но верно, прогресс пришел и сюда. Похудение и общее увеличение тонуса мышц благодаря тренировкам дало свой результат. И начинал я опять же подтягиваться с одного раза и через неделю 2 и так далее. То есть тоже очень постепенный рост нагрузки, такой учебный, можно сказать, путь именно в плане подтягиваний. На текущий момент я уже делаю спокойно 4 подхода по 8 подтягиваний, чередую разный хват, широкий, обратный, прямой, затем снова обратный. Правда, перешел именно на подтягивание через день и не каждый день, потому что тяжеловато было каждый день. Помимо описанных выше тренировок, утром и вечером, естественно, я уделяю время отдельным коротким сессиям для общей разминки и зарядки. На текущий момент мой вес стабилизировался в районе 90 килограммов. Есть мышечный рельеф некоторый, чувствую я себя прекрасно, даже лучше, чем 25 лет, как мне кажется, по моим ощущениям. Хорошо, может быть не в 25, но уж точно лучше, чем в 30, вот это совершенно точно. Подъем по лестнице даже на высокий этаж, даже не замечаю, дается очень легко. Появилось много энергии, сил, болеть практически перестал совсем. Редкие ОРВИ, и притом они переносятся гораздо легче и быстрее проходят, чем это было раньше. Даже хронический танзелит, который у меня с детства был, он исчез, и врач Лора вообще была в шоке, как так могло получиться. Даже сначала она подумала, что я гланды удалил, хотя я этого не делал. В общем, весь текущий рассказ мог показаться несколько сумбурным и не очень понятным в плане конкретики, что делать, собственно. Но это было скорее просто такое краткое введение, где я рассказывал про то, как именно я сам пришел к спорту. Далее я сейчас попробую дать более подробную и четкую, более структурированную информацию именно с практическими советами. Также для лучшего понимания я оставлю ссылку на свое текущее расписание тренировок в описании или в комменте к этому видео, но сразу говорю, что его слепо копировать не стоит. Такие вещи нужно составлять для себя самостоятельно, именно по своим ощущениям, учитывая особенности своего организма, своего тела, своей физической внешней формы и так далее. То есть всегда упражнения подбираются под себя самостоятельно, учитывая все личные нюансы, индивидуальные, потому что у кого-то могут быть какие-то свои проблемы со здоровьем, со спиной, с какими-то суставами, с плечами и так далее, с коленями. Это все нужно обязательно учитывать при составлении личного своего плана тренировок.
Ну, опять же, ритм жизни у всех разный, у кого-то больше времени, у кого-то меньше, поэтому тут все очень индивидуально. Так, переходим к следующему пункту моего рассказа, это прокрастинация. Вот почему вот многие так и не начинают заниматься спортом, и вообще сложно им принять какие-то важные решения в жизни. Вообще, почему так происходит? Давайте такой тогда обсудим момент, как именно прокрастинация. Все эти постоянные откладывания на потом, вот про которые я в самом начале своего рассказа уже упоминал, там ожидание идеальных условий и тому подобное, такие вещи, они тянутся бесконечно. Всегда, вот абсолютно всегда найдется 1001 причина не делать что-либо. Отложить там на потом или вообще отменить и так далее. Правда на самом деле в том, что нет и не будет лучшего момента, вот чтобы начать что-то делать, чем прямо сейчас. Вот это всегда как бы самое тяжелое. Начать что-то делать, именно начать. Особенно, когда кажется, что там огромная цель впереди, она огромная, тяжела и недостижима вообще. То есть зачем вообще даже браться, зачем-то даже пробовать. Но, как гласит древняя китайская мудрость, даже путь в 1000 ли начинается с одного шага. Секрет тут, в общем-то, прост. Делать по чуть-чуть. Если там вас пугают какие-то длинные тяжелые тренировки, да начните заниматься хотя бы по 5 минут в день. Это вообще ерунда сущая. Любой человек может найти 5 минут в день. Пугает толстая книга, если, например, вы не любите читать, ну читайте хотя бы там по одной странице, по полстраницы, хотя бы просто начните. Это вообще на самом деле все, конечно, звучит смехотворно, но со временем вырабатывается привычка, там, или в чтении, с теми же тренировками. Тренировки там постепенно просто начнут усложняться, увеличиваться по времени. Вы сами этого не будете даже замечать, как-то само оно все в колею войдет и пойдет как по маслу. Через полгода вот вы даже очень удивитесь, сколько же смогли уже там прочитать или как долго и продуктивно уже тренируетесь, просто оглянувшись назад. Нифига себе, а вот полгода назад я 5 минут вот там каких-то вот в день тренировался, а сейчас уже чего я смог добиться. Помните, как я в самом начале рассказывал, как я начинал заниматься на тренажере по 2 минуты в день? И вот подобный подход можно применять даже не только к тренировкам, а вообще к очень многим вещам в жизни. Ключ к успеху при подобном подходе — это именно постепенная прогрессия. Вот не задерживаться навечно на минималках. То есть, если, допустим, вы начинаете заниматься там по 2 минуты в день, нужно на каждом следующем шаге немножечко прогрессировать и это время или усилия прикладываемые наращивать. То есть нужно наращивать объем выполняемой работы, будь то это вот спортивные тренировки, там чтение книги или любое другое там какое-то дело, которое вы так вот начинаете, либо ваш проект какой-то. Вот это вот самое важное, именно прогрессия. Тогда вот этот метод начала по чуть-чуть, он будет работать просто на ура. Так, переходим к следующему пункту — режим дня. Помимо, физических упражнений, я наладил себе режим сна. Качественный сон — это вообще одна из ключевых тем. Качественный сон крайне важен для здоровья и особенно на фоне тренировок и похудения. Вот даже если вы будете соблюдать правильное питание, баланс калорий, белков, жиров, углеводов, тренироваться прям вот идеально, выполняя все упражнения, всю технику соблюдая, но при этом вы не будете нормально высыпаться, результата тоже не будет. Это один из важнейших факторов, которые часто недооценивают. Я раньше вообще сам был совой, любил засиживаться допоздна, не высыпался, вставал разбитый, не отдохнувший. Теперь же я вот когда себе наладил режим дня, я ложусь в 9, ну максимум в 10 вечера, встаю в 5:30 утра, и даже по выходным это уже прям такая четкая привычка. Это может даже звучать шокирующе, но за этот период я получаю полные свои вот 8 часов качественного здорового сна, и с утра я буквально легко вот вскакиваю с кровати, радостный, отдохнувший, вот даже без будильника, порой прям свежий, отдохнувший и готовый к бою. Главное именно выработать вот эту привычку пораньше ложиться и раньше вставать. При этом у такого вот режима дня у него сплошные плюсы. День гораздо длиннее становится и продуктивнее. То есть я гораздо больше всего успеваю сделать. Вот вкупе со спортом и здоровым образом жизни у меня гораздо больше энергии и сил вот благодаря именно режиму дня. То есть я буквально вот стал счастливее просто на ровном месте вот из одной такой мелочи, как я просто вот наладил себе нормальный режим дня. Так, ну что, переходим уже к следующей практической теме. Это именно правильное питание, норма калорий и баланс белков, жиров и углеводов.
Так вот, как говорится, худеют в первую очередь на кухне. Одним из важнейших факторов является дефицит калорий. Вы должны тратить больше энергии, чем потребляете с пищей. Свою ежедневную норму потребления калорий в зависимости от вашего пола, возраста, текущего веса, роста можно рассчитать по формулам без труда. В интернете это все гуглится, это никакой не секрет, там они разные есть, немного отличаются, но в целом примерный результат одинаковый дают. Также существует масса удобных приложений для смартфона, помогающих учитывать дневной рацион и придерживаться правильного питания по калориям и составу именно блюд. Первый год я тщательно прям заносил в одно из таких приложений все, что я ел в течение дня. Когда уже рацион устаканился, я уже, в принципе, стабилизировал именно свое питание, примерно стал питаться одинаково и правильно, и я уже, в принципе, перестал каждое блюдо в дневник заносить, и так уже, в принципе, было примерно понятно, где сколько калорий, где какой состав, и они, в принципе, все было аналогично изо дня в день. Я уже просто перестал постоянно записывать. Поначалу это очень выручает. Такой контроль за собой дает хороший в плане правильного питания. Что касается баланса белков, жиров и углеводов. Организму нужны все компоненты, поэтому радикальные всякие диеты, исключающие какой-то из них полностью, я считаю недальновидными и вредными. Идеальный баланс — это примерно, скажем так, грубо говоря, поровну всех элементов с заменой быстрых углеводов сложными. Но во время активного похудения, особенно при наличии большого лишнего веса, баланс лучше смещать в сторону белков и сложных углеводов и клетчатки. Есть такое удобное правило тарелки называется. Оно гласит следующее: половина тарелки — это овощи, четверть тарелки — это белки, и еще последняя четверть тарелки — это сложные углеводы. Значит, касательно углеводов, они бывают простыми сложными или быстрыми сложными, как по-другому еще говорят. Быстрые — это, как бы странно ни звучало, они очень быстро усваиваются, а излишки энергии, полученные с ними, активно откладываются в жир. Примеры быстрых углеводов: практически все буквально сахаросодержащие десерты, сладкие напитки с сахаром, мучные изделия, особенно выпечка из муки высшего сорта. Также сахар сам по себе, просто обыкновенный сахар — это самый яркий пример это быстрого углевода. И самый очевидный, наверное. Сложные углеводы, они перевариваются дольше и на более долгое время дают чувство сытости. Поэтому в плане именно правильного питания предпочтительно питаться именно сложными углеводами. Сложные углеводы — это, к примеру, крупы, злаки, бобовые. Некоторые овощи и фрукты тоже можно отнести к сложным углеводам. В принципе, более точные списки без труда можно загуглить в интернете, чтобы именно более тщательно продумать свой рацион с учетом именно своих вкусовых предпочтений. Потому что кто-то там что-то одно не ест, у кого-то там на что-то аллергия, поэтому такие нюансы тоже надо учитывать, именно просто подбирать себе именно под свои особенности, под свой вкус самостоятельно. Жиры тоже организму нужны, поэтому полностью их исключать не стоит. Однако стоит обратить внимание на их сочетание с быстрыми углеводами. Такой тандем достаточно вреден как для организма в целом, так как и фактор набора именно лишнего веса. Такое сочетание, оно часто встречается в фастфуде и во многих продуктах-полуфабрикатах, именно для максимально быстрого насыщения. Именно поэтому от фастфуда так легко и быстро веса набирают, именно за счет такого дурацкого сочетания быстрых углеводов и жиров. Так, что еще тут нужно важно отметить? Есть продукты, от которых рекомендуется, воздержаться полностью. Не потому, что они какие-то там супер вредные или что-то в этом роде, а просто потому, что без них вам гораздо проще будет удерживать свою норму ежесуточную по калориям. К таким продуктам можно, наверное, отнести, например, сахар в чистом виде, который часто добавляют в чай, в кофе и куда только его не пихают. Сладкие сахаросодержащие напитки, кока-кола или аналогичные лимонады, в них сахар обычно содержится просто в каких-то лошадиных дозах, что даже есть риск возникновения сахарного диабета, если употреблять такими напитками. Компоты, сахаросодержащие соки, я бы тоже это все не рекомендовал, но это есть чем заменить более здоровыми какими-то такими напитками. Майонез, популярный у нас соусы, это тоже продукт, от которого относительно легко отказаться, высвободив
избавив себя от большого количества лишних калорий. А заменить его можно, я не знаю, соевым соусом или подобрать по вкусу именно любой другой низкокалорийный соус без сахара. Сейчас полно выбора самого разнообразного. Чипсы. Жарятся они в масле, а это просто титаническое количество жиров в сочетании с быстрыми углеводами. Хлеб обычный, тоже лишние быстрые углеводы, я думаю, что от них лучше воздерживаться. Его можно заменить на цельнозерновой или хлебцы из отрубей. Таким образом, вместо нежелательных быстрых углеводов получим сложные или клетчатку, что как бы тоже очень полезно. Так, по поводу клетчатки. Кратко опишу, что это такое. Если углубляться в тему клетчатки, то она бывает растворимая и нерастворимая. Растворимая в организме разбухает и способствует улучшению усвоения других видов пищи, тех же белков, например, или росту полезной микрофлоры. Нерастворимые — это неперевариваемые волокна пищи, они не усваиваются, и может показаться, что они бесполезны и не нужны, но это не так. Клетчатка, она существенно помогает именно пищеварению, гораздо лучшему усвоению белков, как я уже сказал, и сложных углеводов. Ну а также очищает пищеварительный тракт. Поэтому обязательно клетчатку надо включать именно в свой рацион, и причем оба ее вида, и растворимую, и нерастворимую. Яркий пример клетчатки — это яблоки. Они содержат как растворимую клетчатку в мякоти, так и нерастворимую в кожуре. Очень полезно, главное не злоупотреблять, потому что все-таки фруктозу в них никто не отменял. Еще пример растворимой клетчатки — это овощи, фрукты, бобовые, картофель. Нерастворимая содержит в зерновых и цитрусовых. Отруби, морковь, грибы, особенно высушенные, они очень богаты клетчаткой. Опять же, я тут не буду долго останавливаться, лучше все это просто загуглить, прям вот полный список продуктов, именно клетчатки, что к чему относится, и уже просто сидеть и выбирать именно то, что любит, у кого на что аллергия, подбирать именно под свои индивидуальные особенности и свои индивидуальные вкусы. Также следует помнить про классическое правило не есть на ночь. Крайний ее прием пищи следует планировать не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Так, и по поводу еще питания дополнительно расскажу, как работает механизм регуляции сахара у нас в организме, как сахар связан с быстрыми углеводами и почему, собственно, быстрые углеводы способствуют набору веса, такому резкому обычно. И причем тут вообще вот модное нынче слово инсулинорезистентность. Постараюсь как можно проще и короче это объяснить. Тема довольно сложная с точки зрения биологии. Когда мы едим, особенно что-то сладкое или мучное, то при переваривании пищи в кровь попадает глюкоза. Это наш главный источник энергии. Чтобы эта энергия попала в клетки, требуется особый гормон инсулин. Организм, он сам вырабатывает этот гормон при повышении уровня сахара в крови, когда мы что-то едим. Проблема тут начинается тогда, когда мы едим много быстрых углеводов. Там конфеты, печенье, белый хлеб и все такое вот сахаросодержащее или с быстрыми углеводами другими. Практически моментально быстрые углеводы, они растворяются в организме, и уровень сахара в крови, он резко подскакивает. И, соответственно, инсулин тоже начинает вырабатываться в больших количествах, чтобы справиться вот с этим потоком глюкозы в организме. Но проблема в том, что клетки не успевают ее использовать, и организм запасает излишки в жир. Вот после такого резкого скачка сахар быстро падает, но мы снова хотим есть, потому что клетки не успели усвоить весь сахар из такого резкого скачка, а все лишнее уже в жир утилизировалось. Если постоянно вот такие качели с сахаром в крови устраивать, организм постепенно привыкает к высокому уровню инсулина и перестает на него должным образом реагировать. Это, собственно, называется инсулинорезистентностью. Клетки как будто перестают реагировать именно на наличие этого гормона, и сахар остается в крови. Организм в итоге начинает вырабатывать еще больше инсулина, чтобы справиться с ним, но это только усугубляет проблему, и в результате непринятая клетками глюкоза, как излишки, откладывается в жир, а высокие дозы выработанного инсулина снижают уровень сахара, и вы снова начинаете хотеть есть. И вес как бы набирается, и сытость в итоге не наступает. Энергия не доходит до клеток. Именно поэтому лучше выбирать именно продукты, содержащие сложные углеводы вместо быстрых. Они дольше перевариваются, не дают таких резких скачков уровня сахара, а постепенно поднимают, и поэтому это гораздо полезнее для организма.
Сложные углеводы — это цельнозерновой хлеб, крупы, овощи, фрукты. Как я уже, в принципе, приводил такие обобщенные примеры, они помогут поддерживать именно здоровый баланс уровня сахара в крови. Также не лишним будет упомянуть, что сахар вызывает еще у нас и зависимость. Конечно, это имеется в виду не клиническая зависимость, как в случае с тем же алкоголем или наркотиками, но скорее эмоциональную и гормональную зависимость. Люди часто используют сладкие продукты с высоким содержанием сахара как именно быстрый способ получить дофамин, гормон счастья, и справиться со стрессом. Или даже просто могут есть вкусняшки от скуки, а не из-за реального чувства голода. А это начинает входить в некоторую такую привычку, и в итоге частое чрезмерное потребление сахара усиливает проблемы с лишним весом. В заключение темы про питание есть и приятная одна новость. Есть такое понятие, как cheat meal. Cheat meal от английского cheat meal. Обманная еда — это запланированный, контролируемый прием пищи, когда вы временно отходите от строгой диеты и позволяете себе съесть какую-то свою любимую, но вредную еду. Суть читмила — это именно в организации небольшого отдыха от строгих рамок диеты. Например, всю неделю вы питаетесь правильно, а в один конкретный день позволяете себе любые, даже вредные блюда, даже включая ваш любимый фастфуд, там гамбургер или даже чипсы, спаси боже. Такой подход помогает психологически легче переносить ограничения в еде, диеты всяческие, а также снижает именно стресс организма от ограничений в еде и препятствует его сопротивлению в избавлении от лишнего веса. Но читмил следует применять с умом, у него есть свои правила. Первый читмил проводить не раньше, чем через месяц стабильной диеты и режима тренировок. На начальном этапе похудения метаболизм он еще пока не замедляется, снижение веса идет вполне нормально, естественным путем, без каких-либо дополнительных мер вроде читмила. Во время читмила все еще нужно контролировать объем потребляемой вредной еды. То есть важно не уходить в сильное превышение своей именно допустимой суточной нормы калорий, иначе это уже будет не читмил, а это будет просто срыв. Устраивать читмила лучше именно в первой половине дня и ни в коем случае не перед сном, иначе есть риск перегрузить организм тяжелой едой, и сон нарушится, и переваривание пойдет тяжело. В общем, не стоит вечером это делать. Также не стоит запивать любимую вредную еду сладкими газированными напитками. Они стимулируют еще дополнительно аппетит, помимо содержания того же сахара, и чувство голода увеличивается, появляется риск съесть больше необходимого, не говоря уже о дополнительном стрессе из-за резких скачков уровня сахара в крови. Устраивать читмила лучше в тренировочный день, в таком случае можно еще больше усилить обменные процессы в организме. Так, следующая важная тема — это употребление воды. Разберем теперь именно вопрос, сколько воды нужно пить. Тут тоже вообще очень много было споров. Кто-то считает, что надо пить больше воды, кто-то противник такого подхода. С научной точки зрения следует ориентироваться на два фактора. Как бы смешно это ни звучало, это чувство жажды и цвет мочи. Уж прошу меня простить за такие интимные подробности. Если оставить за скобками возможные болезни, то можно ориентироваться так по цвету, что светло-желтая моча — это норма, темная — это значит обезвоживание. Если совсем прозрачная и часто мочеиспускание, это уже перебор с употреблением жидкости. Для большинства взрослых людей достаточно будет, в среднем 1,5-2,5 литра жидкости в день. Это включая супы, фрукты, чай, кофе и все прочие жидкие продукты. Стоит тщательно следить за достаточностью потребляемой жидкости. Как минимум потому, что при этом снижается риск образования камней и песка в почках. Особенно это важно для людей, у которых есть к этому предрасположенность. Там наследственные какие-то проблемы, например, или генетика, в общем, хотя это одно и то же. Также важно восполнять именно потерю жидкости во время тренировок, особенно кардиотренировок, потому что там вы теряете очень много жидкости. Когда вы тренируетесь, соответственно, вы потеете, а вместе с тем происходит и значительное обезвоживание организма. Помимо этого, дополнительным плюсом употребления достаточного количества воды является притупление
именно чувство голода. То есть, например, стакан воды за 20-30 минут до еды может слегка уменьшить аппетит и помочь как бы контролировать те порции еды, которые вы съедаете. Я это на себе лично проверял, и это реально так работает. Пьешь больше воды, и меньше как бы хочется есть, и гораздо проще питаться правильно. Порой люди даже путают жажду и чувство голода. Ну или даже, как я уже, по-моему, ранее упоминал, едят просто из-за скуки, а не из-за того, что реально проголодались. И в этих случаях именно вода помогает вот такие обманные чувства именно погасить ложное чувство голода. Однако чрезмерно усердствовать с потреблением воды это как бы тоже не стоит, потому что чрезмерное количество жидкости дополнительных плюсов вам никаких особенно не даст, но при этом может перегрузить почки и сердце. Поэтому нужно иметь в виду, что есть противопоказания для употребления слишком большого количества воды. Их, в принципе, наверное, больше, но я приведу просто основные. Это значит при острой сердечной недостаточности, проблемах с почками и нарушениях электролитного баланса. Вот это как бы главные противопоказания для большого потребления воды. Ну и также при экстремальном потреблении воды, это больше 5 литров без электролитов, может возникнуть гипонатриемия. Это опасное падение ионов натрия в крови, но я думаю, что вряд ли кто-то будет из вас экспериментировать и пить больше 5 литров жидкости. Так, ладно, переходим к следующему пункту, следующей нашей теме. Это почему именно важны силовые тренировки, почему бессмысленно вот просто сидеть на диете или только бегать, или там другие кардиотренировки просто выполнять и не выполнять силовые тренировки. Если кратко, то потому, что при недостатке калорий организм будет в первую очередь сжигать мышцы, как я уже в самом начале говорил. Именно мышцы, а не жир. А мышцы, они крайне важны в нашем энергетическом балансе, так как потребляют много энергии даже в пассивном режиме, без непосредственного их применения там в быту или на тренировках. Поэтому, простыми словами, чем больше у вас мышц, тем больше организму требуется энергии, то есть калорий. А следовательно, вы сможете больше есть, и при этом вам будет легче поддерживать именно ваш личный оптимальный баланс калорий. Легче будет худеть и поддерживать здоровый вес. Сплошные вообще плюсы получаются от мышц, даже когда вы их не используете. То есть, если с научной точки зрения объяснять, но простыми словами, то есть представьте, что ваше тело это этакий завод по сжиганию калорий. Если просто сидеть на диете, то этот завод начинает работать просто менее эффективно, потому что организм начинает думать, еды мало, начинает экономить энергию, и в результате обмен веществ, метаболизм, он замедляется, и чтобы растянуть оставшиеся запасы, соответственно, жир начинает сжигаться медленнее, и все становится очень плохо. Интенсивность сжигания жира, она прям существенно падает при дефиците калорий, если медленный метаболизм. Силовые же тренировки выводят организм в другой режим работы, обеспечивают баланс. Вот когда вы качаете мышцы, то как бы строите новые цеха вот на этом импровизированном заводе. А мышцы в энергетическом смысле это очень прожорливые ткани, они постоянно требуют энергию даже в покое. Поэтому после силовой тренировки организм продолжает сжигать калории часами, а то и даже днями. Если же просто сидеть на диете без спорта вообще, то организм начнет сжигать мышцы, потому что с точки зрения организма это очень рациональное решение. Мышцами вы не пользуетесь, они потребляют много энергии, значит надо от них просто избавиться. А чем меньше мышц, тем медленнее метаболизм, и все вот в этот круг вот опять сворачивается, метаболизм замедляется, худение замедляется. И если вы будете просто сидеть на диете, то даже если похудеете, то потом быстро наберете вес обратно. Это, я думаю, распространенный эффект, который многие, в принципе, наверное, даже видели и даже, может быть, по себе замечали, если пытались раньше уже худеть именно за счет диет. Если же заниматься только бегом или аналогичными кардионагрузками, то и в этом случае есть риск попасть в режим сжигания мышц. Ну, как минимум тех, которые вы не используете при конкретно ваших вот кардиоупражнениях, при беге там или занятии на тренажере. Также при слишком интенсивных кардионагрузках и недостатке калорий организм может именно даже войти в аварийный режим и начать сжигать белок даже используемых при этих тренировках мышц, просто в силу критического недостатка энергии. Работает это примерно так. Когда вы начинаете заниматься кардио, бегать, плавать, там кататься на велосипеде, организм сначала использует гликоген. Это запасенная в мышцах и печени глюкоза. И только после примерно там 20-30 минут тренировки он переключается на сжигание жиров. Но
Если нагрузка слишком интенсивная, пульс свыше 150 ударов, например, при кардиотренировке, организм может начать использовать и мышечные белки. Это своего рода такой аварийный источник энергии при экстремальных нагрузках. Поэтому для эффективного похудения лучше сочетать и диету, и кардио, и силовые тренировки. Так вы не только сбросите вес, но и сделаете свое тело более здоровым и сильным. Теперь я коснусь одной из важнейших тем при занятиях спортом. Это безопасность и травмы. Серьезно, вашей приоритетной задачей при тренировках должна быть безопасность. Не получить травму — это прям вот самое главное, основное правило. Иначе все это просто не будет иметь смысла. Травмировавшись, вы просто не сможете заниматься, и все закончится. Зачем вам это надо? Начнем именно с простых наиболее правил, то есть прием пищи. Значит, прием пищи перед тренировкой противопоказан. Если вы поели, то приступать к тренировке следует не ранее, чем через часа 2 после еды. 1,5-2 часа где-то. Организм не сможет одновременно сконцентрировать усилия и на переваривании пищи, и на тяжелой физической работе, чем, собственно, являются тренировки. Я это неоднократно проверял на своем личном опыте. Ничего хорошего из тренировки сразу после еды не выходит. Будете бегать в туалет от несварения прямо в разгар тренировки, и все. И пользы, соответственно, не получите ни от еды, ни от тренировки. Поэтому свое расписание следует выстраивать таким образом, отталкиваясь именно от тренировки. Сначала тренировка, потом прием пищи. Либо выдерживать строго вот этот интервал. Но это, на мой взгляд, нерационально, потому что потеря времени. Так, теперь, что касается кардиотренировок. Тут есть свои правила, они в основном завязаны на пульсе. Нельзя превышать определенный порог. Для каждого человека он рассчитывается индивидуально в зависимости от возраста, от пола. В интернете есть разные формулы. Без труда это все гуглится. Я рекомендую сравнить по разным формулам и брать результат по минимальному, то есть по самому безопасному порогу. Например, самая простая формула — это просто число 220 минус ваш текущий возраст. Учитывайте, что это предельный пульс, граница безопасности, именно полный предел, и стараться максимально приближаться к нему точно абсолютно не следует. На практике у вас будет несколько оптимальных зон для работы в зависимости от текущей приоритетной цели. Итак, сейчас я приведу именно основные зоны по кардионагрузкам. Первая зона — это зона легкой разминки. Это 50-60% от вашего предельного пульса. Это максимально безопасная зона для начинающих. Она отвечает, получается, за такую подготовку сердечно-сосудистой системы к нагрузкам. Улучшает в общем и целом кровообращение, и совершенно не подвергает организм какому-то небылому риску. Следующая зона — это, скорее всего, будет ваша основная зона. Жиросжигающая зона — это 60, примерно 70% от вашего предельного пульса. Она наиболее способствует именно жиросжиганию. Она, в принципе, безопасна для большинства людей, за исключением каких-то персональных именно особенностей. У кого-то есть, если проблемы с сердечно-сосудистой системой, то это надо все индивидуально решать. Она хорошо подходит для длительных тренировок. Дальше идем. Зона выносливости. Это третья зона. Она примерно соответствует 70-80% от вашего предельного пульса. Она тренирует сердечную и дыхательную системы, укрепляет сердечную мышцу и увеличивает объем легких, повышает общую выносливость. И я бы назвал это последняя относительно безопасная зона для работы именно в кардиотренировке. Есть еще на самом деле одна зона, она такая хардкорная. Это так называемая интенсивная зона, примерно соответствующая 80-90% от вашего предельного пульса. Она дает прям максимальную нагрузку на организм, ускоряет обмен веществ. Она также помогает сжигать больше калорий, но новичкам она абсолютно точно противопоказана, так что про нее лучше забыть. Это огромный риск именно приближения к максимально предельному допустимому пульсу, и такой риск, он, вам ни к чему. Плюсов он особо больших вам не даст, а рисков добавит так, что можно нехило себе здоровье-то подпортить. У каждой из перечисленных рабочих зон есть свои плюсы, поэтому ограничиваться только сжигающей зоной, в принципе, не стоит. Как минимум потому, что организм всегда датируется к нагрузке, и тренировки становятся менее эффективными. Кроме того, не развивается выносливость, не улучшается работа сердечно-сосудистой системы, если вы все время придерживаетесь только одной зоны. И просто в целом
по восприятию тренировки могут стать скучными и монотонными. Поэтому оптимальный подход для обычного человека — это начинать с разминочной зоны, плавно перетекающей в жиросжигательную зону, как основную именно вашу рабочую, и затем иногда с некоторой периодичностью вы добавляете интервалы в зоне выносливости. Главное всегда слушать именно свое тело и не перегружаться. Так что вот для достижения наилучших результатов лучше использовать вот эти вот упомянутые мной 3 зоны пульса в разных пропорциях, чередовать их в пределах одной тренировки, соответственно. Это сделает тренировки более эффективными и интенсивными, а также поможет избежать проблемы адаптации организма к однообразной нагрузке. Также, как я уже упоминал ранее, важно восполнять потерю воды во время кардиотренировок. В заключение раздела про кардио я еще расскажу, как можно относительно несложно следить за своим пульсом, контролировать зону нагрузки, если у вас нет фитнес-браслета или умных часов. То есть нагрузка должна быть примерно такая, чтобы вы могли нормально разговаривать во время тренировки, не задыхаясь. Это как раз будет ваша оптимальная, как бы жиросжигающая рабочая зона. Далее, по поводу безопасности идем к следующему подпункту. Это проблемные зоны тела. Стоит отдавать себе отчет, какие у вас в настоящий момент есть проблемы со здоровьем. Например, со спиной, там грыжи какие-то или протрузии. Это, в принципе, не редкость. Такие вещи накладывают определенные ограничения. Например, с грыжами и протрузиями межпозвонковых дисков есть противопоказания на упражнения с высокой осевой нагрузкой на позвоночник. То есть, к примеру, с большими весами стоя работать нельзя. Все такие вещи про себя нужно выяснить и при любых сомнениях проконсультироваться с врачом. Иначе вместо здоровья и красоты можно найти себе дополнительных проблем со здоровьем. Я думаю, никому из вас это не нужно. Спортом занимаемся для улучшения своего здоровья, не для того, чтобы усугубить свое состояние, если оно и так как бы плохое. Следующий пункт касательно безопасности тренировок — это разминка. Разминка — это основа безопасных занятий. Вот как бы вам ни казалось, что эта процедура, она лишняя, отнимает время, не нужна, ведь вы и так там прекрасно себя чувствуете, и всегда кажется, что можно приступать вот к упражнениям прям сразу сходу. Это очень опасные иллюзии, которые ничем хорошим для вас не закончатся, поверьте, прям вот на слово. Эти дополнительные разминочные упражнения, они длинят тренировку всего на каких-то 5-10 минут. Зато последствия не помогут избежать множества проблем и травм. Ваши мышцы и сухожилия должны быть прогреты и подготовлены к нагрузкам. Особенно те группы мышц, которые вы планируете нагружать на предстоящей тренировке, особенно если это упражнение с тяжелыми весами. Опять же, на YouTube полно вариантов различных коротких комплексов упражнений для разминки. Главное, никогда не пренебрегайте разминкой. Это прям очень важно. Я на этом отдельное внимание прям заостряю. Не пренебрегайте разминкой, это очень важно. Отмечу тут один еще такой момент. Многие по старой памяти начинают повторять разминочные упражнения из школы. С ними стоит проявлять осторожность, так как не все они безопасны. Например, классическая школьная разминка для шеи с кручениями головой по кругу некоторыми врачами и тренерами вообще считается настоящим убийством шейных позвонков. В подростковом возрасте она еще переносится нормально, но для взрослых именно людей может быть достаточно травмоопасно. Это я уже проверил на себе. Я по старой памяти начинал делать такие упражнения и получал спазмы мышц шеи чуть ли не каждую неделю. Существует и особое мнение, что шею вообще лучше не трогать. Я же в итоге нашел для себя безопасный вариант разминки для мышц шеи. Надавливаете рукой на голову с разных сторон и одновременно с этим сопротивляетесь мышцами шеи этому движению. Потенциально травмоопасных резких движений при этом не происходит, зато есть интервалы напряжения и расслабления мышц. На мой взгляд, это оптимальный такой безопасный вариант именно для разминки шеи. Так, переходим к следующему пункту. Правильная техника выполнения упражнений и оптимальное распределение нагрузки. Я вообще не занудный фанат максимально правильной техники при выполнении упражнений, боящийся там потерять какую-то 0,1% эффективности. Но проблема тут в том, что от правильности техники выполнения большинства упражнений зависит не только эффективность прокачки мышц, но и в том числе и ваша безопасность. И отсутствие травм как следствие. Как я уже говорил ранее, безопасность должна быть для вас в наивысшем приоритете.
Избегайте резких и плохо контролируемых движений. Всегда лучше взять меньший вес, который вы лучше контролируете, чем мучиться с более высоким весом, нарушая технику и выполняя упражнения с риском получить травму. Сами движения должны быть в анатомически естественных для суставов траекториях. На ютубе есть множество роликов, где показана правильная техника выполнения практически любого упражнения. Настоятельно советую изучить. Лучше по нескольким источникам для полноты картины, прежде чем выполнять какое-либо упражнение самому. Важно также давать достаточно времени на восстановление. Это касается как достаточности пауз между подходами и упражнениями, так и перерывов между самими тренировками в целом. Нужно давать организму восстановиться. Паузы между подходами в среднем должны быть где-то от 1 до 3 минут. Между упражнениями от 2 до 5 минут. Эти интервалы, они подбираются индивидуально под ваши личные ощущения и физическую форму. Между большими силовыми тренировками лучше делать отдых не менее 2 дней. Так, следующий важный пункт — это ротация упражнений и избегание монотонных нагрузок. Это достаточно неочевидная рекомендация, которую я сам усвоил довольно поздновато, благодаря травмам. Периодически стоит делать ротацию упражнений и менять их, чтобы избегать однотипных упражнений и нагрузок на сухожилие. Иначе даже при правильной технике со временем можно заработать неприятные спортивные травмы, связанные с усталостью связок от однотипных движений и нагрузок. Причем такие накопленные травмы всегда происходят внезапно и долгое время просто незаметно. Чуть более подробно я расскажу немного позже, когда я перейду к рассказу о своих собственных травмах и как я их получал. Следующий пункт — гимнастический ролик, о котором я еще в самом начале своего вложика планировал рассказать. Значит, особое внимание надо уделить этому опасному снаряду. Если решитесь на занятие с гимнастическим роликом, обязательно сначала смотрим правила безопасности упражнений с ним. Видео на эту тему полно. Если коротко, то можно описать это так. Делайте исключительно раскатывание с колен, особенно первое время. Обязательно первое время с ограниченной амплитудой, упираясь, например, в стену, не раскатываясь в полную длину. Про раскатывание с положения стоя вообще забудьте. Его не существует для вас вообще. Его выполнять могут даже не все профессиональные атлеты. Это вообще высший пилотаж, оставьте его профессиональным гимнастам. Не говоря уже о том, что пользы и эффективности для прокачки именно пресса такой вариант выполнения упражнения с роликом он практически не добавит никаких плюсов. Зато добавит риска сорвать спину, получить иные неприятные травмы. Я это лично проверял на личном опыте, скоро я об этом расскажу. Поэтому в целом подобный осторожный подход следует проявлять к любым спортивным снарядам, не только гимнастическому ролику. Сначала изучаете правильную технику выполнения, затем уже делаете. Это прям вот базовое правило безопасности. Ну что, переходим к следующему пункту. Это мои травмы, как я их получал, какие ошибки совершал. Много я уже ошибок успел понаделать, и травмы разные успел наполучать. Самые распространенные — это, конечно, многочисленные растяжения, особенно вот мышц пресса. Часто поначалу были из-за моей неподготовленности и сложного вот спортивного снаряда, гимнастического ролика, который я сам начал практиковать практически сходу с самого начала. Пресс очень часто срывал, благо, что мышцы пресса, они достаточно легко и быстро восстанавливаются. Это еще мне везло просто, и хорошо, что еще спину с ним не сорвал, с этим роликом. Тут главное правило — это вот почувствовали дискомфорт при выполнении упражнения, прекратить его выполнение. Хотя бы временно, вот пока вот дискомфорт этот не пройдет. А лучше именно подобрать аналог, который не будет вызывать у вас дискомфортных и болевых ощущений. Не будьте чрезмерно самоуверенны. Особенно вот после того, как вот некоторое время уже потренируетесь, и будет казаться, что все, теперь море по колено, я спортсмен, я все могу. Захочется и веса резко нарастить, или какие-то более сложные упражнения начать делать. Тут важно сохранять благоразумие и уверенность. Опять же, вот приведу пример из личного опыта, вот с тем же гимнастическим роликом. В какой-то момент у меня с ним уже начало хорошо получаться, я раскатывания вот эти вот делал прям на раз-два, все классно было. Я почувствовал излишнюю самоуверенность, решил попробовать на нем раскатывание с положения стоя. Ну и даже, в принципе, почти получилось, но в конце все же не хватило сил. В конце упражнения я немножечко провалился, на колени свалился и получил ушиб, который потом еще неделю проходил. Вот такая вот история именно про гимнастический ролик и про излишнюю самоуверенность.
Одна из последних и наиболее серьезных полученных мною травм, она произошла относительно недавно, в сентябре. Почувствовал неприятные ощущения в плече при некоторых движениях. Сразу же сделал МРТ. Оказался тендинит, это воспаление связок надосной мышцы плеча и длинной головки бицепса. Длинная головка бицепса, она крепится вот где-то вот с передней, проходит через плечевой сустав и крепится где-то с передней части. Воспаление связок — это уже непростая мышечная травма, восстанавливаются они довольно долго, поэтому пришлось снизить нагрузку, перестать делать многие упражнения, провоцирующие продолжение воспаления. Даже спать на правом боку запретили, вообще трагедия, это мой любимый бок. Пришлось сделать особые упражнения лечебной физкультуры с резинкой, скучная муторная тема вообще. Мазаться мазями, ходить на массаж, ну так и далее и тому подобное. В общем, устоявшийся и привычный режим тренировок ушел коту под хвост. Вот у меня сейчас после травмы прошло уже более 1,5 месяцев, получается, почти все прошло, но все равно какие-то там отголоски небольшие пока сохраняются. Ну и к своим прежним рабочим весам я до сих пор пока еще не вышел. На прежний уровень нагрузки выхожу медленно, плавно, чтобы не спровоцировать очередное воспаление. А вообще, полное восстановление связок — это где-то от 3 месяцев и более. Так что делайте выводы и не повторяйте моих ошибок. Поэтому повторяю вновь и вновь: не будьте чрезмерно самоуверены. Безопасность превыше всего. Прям зарубите себе на носу. Так, переходим к следующему пункту. Эффективность, прогрессия и системность. Давайте поговорим об оптимизации. Как сделать тренировки эффективнее? Баланс силовых и кардиотренировок. Я про это, в принципе, уже упоминал, про баланс силовых кардиоупражнений, поэтому просто еще раз напомню, что оптимальный путь — это сочетание правильного рационального питания, кардионагрузок и силовых тренировок. И вес сбросите, и тело оздоровите, и укрепите. Вот как-то так. Поэтому на этом особого внимания заострять уже не буду. Что касается разделения по группам мышц, давайте поговорим подробнее именно про разделение сплит-не-сплит. В ходу распространены 2 наиболее популярных подхода. Это full body и сплит. Как уже понятно из названий, full body подразумевает общие силовые тренировки, где по максимуму задействуется наибольшее число мышц всего тела. А при сплите силовые тренировки распределяются по разным частям тела. Например, на одной тренировке вы работаете только по нижней части тела, там, например, ноги, спина, а на другой уже по верхней, там, руки, плечи, грудь. Существуют более продвинутые варианты сплита, при котором вы делите мышцы на 3 или даже на 4 группы, прорабатываете их отдельно. На каждую из них прям делается отдельная тренировка по очереди, это все вот так по неделе разбивается. Но обычному человеку, непрофессиональному спортсмену, я думаю, что так уж заморачиваться, ну, ни к чему. Касательно того, какой именно из подходов лучше и эффективнее, как я уже ранее упоминал, сломано немало копий в спорах. Я лично считаю, что они оба одинаково эффективны, и исходя из изученных мной материалов, а также опираясь на свой личный опыт, я могу сказать, что на любительском уровне тренировок эффективность у этих подходов, она примерно одинаковая. Поэтому я рекомендую попробовать оба варианта и выбирать уже для себя, что удобнее лично вам по ощущениям, по расписанию встраивается удобнее, то есть вот как-то так. Я для себя выбрал сплит верх-низ телом, просто и вот из ощущений и по тому, что такой вот именно ритм занятий на неделе для меня оказался комфортнее, как-то так. Так, следующий пункт – прогрессия нагрузки. Через какое-то время организм начнет привыкать к тренировкам, адаптируется к нагрузкам, в результате чего их эффективность снижается, а ваш прогресс замедляется. Или даже совсем приостанавливается. Вот чтобы достигнуть наилучших результатов в плане роста мышц, а также чтобы препятствовать адаптации организма к нагрузкам, в тренировках должна быть прогрессия. Она достигается либо постепенным наращиванием весов, с которыми вы работаете, либо в количестве повторов в каждом упражнении
упражнений, которые вы делаете, ну или подходов. В идеале нужно научиться грамотно балансировать между этими двумя вариантами, так как каждый из них по отдельности может быть потенциально неэффективен, а порой даже и травмоопасен. Я по неопытности сначала шел по пути постоянного наращивания весов. Из-за неплавной шкалы регулировки на тех же гантелях у меня, вот порой прибавки весов был у меня иногда там по 1 килограмму, иногда сразу по 2 или по 3, от чего страдала техника выполнения упражнений, и нередко снижались количество повторов, которые я мог сделать. Поэтому, учитывая прошлые ошибки, я вывел следующую, на мой взгляд, оптимальную формулу прогрессии с весами. К примеру, когда вы уже уверенно делаете свои стандартные 3 подхода по 12 повторений в каком-либо упражнении и чувствуете, что уже неплохо было бы нарастить веса, то сперва плавно увеличивайте количество повторов. Делайте 3 по 13, затем 3 по 14, 3 по 15 и так далее, в зависимости от упражнения. Можно даже не спешить и нарастить повторы, там, к примеру, к 18-20 повторам, в зависимости от того, какой там вес вы собираетесь наращивать следующим шагом. А уже после этого тогда уже наращиваете веса. И важно одновременно с этим снижать повторы опять до базовых 12, когда вы уже вес нарастили. Вот. С учетом того, что ранее вы уже натренировались с меньшим весом, но с большим числом повторов, тем самым подготовив себя к возрастающей нагрузке, переход на больший вес должен даться гораздо легче. Но в отдельных случаях, если ступень роста веса была большой, можно даже откатиться до 80 повторов вместо базовых 12. Такая ситуация вполне может быть, так как на некоторых моделях регулируемых гантелей тех же шаг прибавки веса может быть сразу 3 килограмма на гантели, а это очень сильный рост веса. Так, теперь что касается того, до отказа делать упражнения или нет. Сначала определение для тех, кто не знает. До отказа означает, что вы выполняете упражнение до тех пор, пока физически не сможете сделать еще одно качественное повторение без нарушения техники выполнения упражнений. Это базовое определение. Выполнять упражнение до отказа или же нет, это еще одна тема, на которую сломано немало копий в спорах. Принято считать, что тренировки до отказа помогают быстрее наращивать мышечную массу, а также помогают преодолеть плато в случае застоя в прогрессе. Однако оба этих фактора, они важны скорее для профессиональных атлетов. Для нас же с вами, обычных людей, тренирующихся в первую очередь для поддержания хорошей формы, здоровья, общего мышечного тонуса и базового рельефа, а также просто в свое удовольствие, так загонять себя, да еще и с рисками для здоровья, оснований нет никаких. Ведь у подхода тренировок до отказа немало минусов. Это перегрузка нервной системы, повышенный риск травмироваться, перетренированность, требования большего времени на восстановление между тренировками. Поэтому я бы советовал не прибегать к тренировкам до отказа, перегружая свою нервную систему и рискуя травмироваться. Ведь наша главная цель — не получить травму. Не забыли? Переходим к следующему пункту. Это системность и журнал тренировок. Завести личный журнал тренировок, где вы будете отмечать свой прогресс, составлять и корректировать свой личный тренировочный план и тому подобное. Это идеальный вариант, которым я в свое время пренебрег. Вы будете тратить меньше лишнего времени, вспоминая, что и как вы сегодня будете делать, до того, как запомните тренировки уже на подкорке. Вам легче будет учитывать свой прогресс, вычислять тренировки, когда уже следует наращивать повторы или веса, а также период, когда уже в целом пора сделать какую-либо ротацию в упражнениях, чтобы разнообразить свои тренировки и избежать накопительных травм связок от однообразных движений, про которые я ранее уже рассказывал. Как именно это делать? Вариантов уйма, от бумажного рукописного дневника до современных удобных приложений на смартфоне. Лично я завел простой электронный документ на компе в виде такой таблицы, который я время от времени корректирую между тренировками. Отвлекаться на смартфон во время тренировок я не люблю, даже как таймер его предпочитаю не использовать, предпочитаю смотреть на аналоговые часы на стене. Для меня тренировка — это плюс ко всему еще и такой повод для такого цифрового детокса и отдыха от смартфона и электронных устройств в целом. Следующая тема, которую я бы хотел обсудить, это кубики пресса. Многие зацикливаются на кубиках пресса или вообще в целом на внешнем виде, вот как показывают в многочисленных рекламных роликах или фотографиях.
Но не стоит забывать, что во многом потенциал, которого вы можете достичь, он зависит и от вашей генетики в том числе. Вы вряд ли сможете выглядеть как Декстер Джексон или Ронни Колман, если нет генетической предрасположенности к этому. Не говоря уже о том, что достижение такого внешнего вида — это вообще не про здоровье, это совершенно адские нагрузки и тренировки, которые еще, ко всему прочему, совмещены со стероидами. Также есть и индивидуальные особенности строения тела. У разных людей в теле немного по-разному крепятся мышцы и немного отличаются по форме, имеют разное соотношение быстро и медленно растущих волокон, и некоторые другие нюансы также есть. Это касается и кубиков пресса. У разных людей они могут выглядеть очень по-разному. Даже количество кубиков может отличаться. Те же кубики пресса — это скорее вопрос не просто тренированности мышц, а скорее содержания процента жира в организме. Кому-то даже при изнурительных тренировках будет очень непросто достичь столь низкого процента жира, чтобы четко и ясно проявились кубики пресса просто из-за своих особенностей тела. Суть в том, что быть идеальным — это не ваша задача, поэтому не стоит гнаться за красивыми рекламными картинками. Просто тренируйтесь в своем темпе, в свое удовольствие. Если проявите должное терпение, упорство и настойчивость, оно так или иначе будет вознаграждено результатом. Следующая тема. Алкоголь и спорт. Совместимость. Что касается алкоголя, категорически не советую. Первое время я умудрялся совмещать занятия спортом и моменты расслабления с бокальчиком другим пива. По пятницам, в день отдыха от спорта, я позволял себе от 2 до 4 бокальчиков пива под очень легкую закуску в виде небольшого количества тыквенных семечек или фисташек. Сие мероприятие у меня было вместо ужина, чтобы уложиться в суточную норму по калориям. Приятно в моменте, да, я не спорю. Только вот на следующий день по расписанию у меня была кардиотренировка, на которой вчерашний приятный вечер с алкоголем сразу же давал о себе знать. Я сейчас даже не про похмелье. Обозначенные мной дозы пива, они не вызывали никакого похмелья, они, в принципе, были небольшими, и в спокойном режиме с утра, никак не ощущались, но только до момента, как не начиналась тренировка. Также алкоголь крайне негативно сказывается на качестве сна. Вам может казаться, что все как раз наоборот, потому что вы легко засыпаете и крепко спите, но на деле ваш организм не отдыхает, а всю ночь борется с переработкой токсичных продуктов распада алкоголя. Это работает даже с минимально принятыми дозами, и похмелье не показатель. Похмелье, даже небольшое, это на самом деле уже тяжелые последствия, когда сил организма не хватило на переработку всех вредных веществ от алкоголя. Поэтому через какое-то время я в итоге полностью отказался от алкоголя, так как даже минимальные дозы без намека на похмелье на следующий день очень неприятно ощущались на тренировках. На кардио был завышенный пульс, и тяжело было удерживать нужную зону, а на силовых ощутимо падали силовые показатели, я очень быстро уставал. И в целом ощущения на тренировке уже были отвратительные, не до удовольствия. Вместо алкоголя, кстати, я нашел замену для умеренных удовольствий в сладостях без сахара, протеиновых батончиках, например, которые иногда потребляю с чаем. Также открыл для себя печенье, приготовленное без муки и сахара. А хлебцы из отрубей особенно прекрасные с сыром. Я полюбил и стал чаще пить чай, пробую разные сорта, кофе также остался в рационе. Так что ущемленным при отказе от алкоголя я себя совершенно не ощущаю. Уже почти 2 года я не употреблял алкоголь и даже и не тянет. Еще ни разу не пожалел о своем решении полностью убрать алкоголь из своей жизни, чего, собственно, и вам советую попробовать. По поводу других вредных привычек. Если вы курите, то, конечно, в идеале надо бы бросать, так как минимум основательно подорванная курением дыхательная и сердечно-сосудистая системы будет накладывать ощутимые ограничения на тренировки, не говоря уже о негативном влиянии на обмен веществ. Да и вообще на много что в организме негативное влияние будет оказывать. Но по существу курящим сигареты и страдающим от серьезной никотиновой зависимости мне, к сожалению, посоветовать нечего, так как я сигареты сам никогда не курил. Одно время изредка баловался сигарами и трубкой, но эти вещи как-то само собой потом отпали, и какой-то зависимости они не вызывали. Так, переходим к следующему пункту: БАДы и спортивное питание.
Теперь, значит, рассмотрим моменты, связанные с особым спортивным питанием и всяческими биологическими добавками, витаминами и тому подобное. Сразу же забегая вперед, скажу, что в общем и целом на нашем любительском непрофессиональном уровне для наших оздоровительных нужд, поддерживающих целей вот для здоровья, ни в чем подобном особой необходимости нет. Но в любом случае подобные вопросы у многих возникают всегда и продолжат возникать, и у меня возникали, когда я начинал заниматься. Я много чего изучил на эту тему, так что сейчас разберем подробно все нюансы касательно добавок, БАДов, спортивного питания и так далее. Значит, первый пункт, я думаю, что уже многие догадались, это протеин. Классический, самый популярный вопрос, а надо ли употреблять дополнительно протеин? Нет, не надо. Это удел профессиональных атлетов, концентрирующихся на быстром наборе мышечной массы. Причем в больших объемах. Там и уровень тренировок соответствующий, большой, крайне интенсивный, и потребление белка соответствующее. У них просто не получается потреблять достаточное количество белка с пищей, поэтому они вынуждены добирать белок именно протеином. В 99% это не наш с вами случай. Следующий пункт – протеиновые батончики. В общем и целом ответ такой же, как и в случае с протеином. Разве что добавляется аргумент получить себе в рацион полезную вкусняшку без сахара, да еще и с дополнительным белком. Идея, конечно, заманчивая, но тут следует учитывать два важных нюанса. Во-первых, не переусердствовать, явно не стоит жрать протеиновые батончики как не в себя при каждом удобном случае, но в перекусе таким батончиком разок в день под чаек я ничего страшного не вижу, если соблюдать свою общую суточную норму калорий. Во-вторых, внимательно читайте состав. Большинство батончиков на рынке, позиционирующие себя как протеиновые, по факту являются простыми сникерсами со сниженным содержанием сахара и несущественной долей добавленного растительного белка. Ничего хорошего и полезного в подобных батончиках нет, поэтому протеиновые батончики следует выбирать очень осмотрительно среди проверенных производителей и также очень внимательно всегда обращать внимание на состав. В них должно быть максимум белка и клетчатки и минимум жиров и углеводов. Ну что, переходим к самой интересной, наверное, теме. Это БАДы и витамины. Биологически активные добавки. Наиболее сложная и неоднозначная тема. Рынок ими просто кишит. Их буквально сотни. Я расскажу только о нескольких с претензией на наибольшую эффективность, у которых есть хоть какая-то научная база. Но опять же, забегая вперед, отмечу, что по личному опыту какого-то реального ощутимого эффекта от их применения практически нет. Даже в теории их эффективность измеряется считанными процентами. Итак, первая добавка, которую я отмечу, это бета-аланин. Это аминокислота, прием которой повышает физическую работоспособность. Бета-аланин используется в клетках для повышения концентрации карнозина. Это такая смесь аминокислот, которая накапливается в мышцах и улучшает их работоспособность. Карнозин, в свою очередь, помогает снизить уровень закисления мышц, ацидоза, и тем самым снижает утомление во время интенсивных тренировок. В теории прием бета-аланина позволяет тренироваться интенсивнее в течение более продолжительного времени. Следующая добавка – это креатин. Он ускоряет рост мышц и на коротких дистанциях делает их сильнее. Происходит это за счет ускорения регенерации АТФ. Это ключевой молекулы, по сути, топлива для кратковременной интенсивной мышечной работы. Следующая добавка – это цитрулин-малат. Он используется для более быстрого восстановления после интенсивных нагрузок и повышает выносливость за счет ускорения выведения молочной кислоты из мышц. Он улучшает кровообращение и работу сердечно-сосудистой системы. Следующая добавка – это коллаген, многими, наверное, уже известный. Это такой особый белок, который применяется как строительный материал во многих частях нашего организма. От него зависит упругость кожи, здоровье ногтей и волос, но самое главное – эластичность хрящей, что напрямую влияет на надежность работы наших суставов. И так как последние при силовых тренировках подвергаются
значительной нагрузки, то недостаток коллагена может быть опасен для них. Поэтому это достаточно полезная добавка. По поводу коллагена стоит отметить, что он лучше усваивается вместе с витамином С. Причем витамин С помогает организму не только лучше перерабатывать дополнительно коллаген, но также стимулирует выработку собственного коллагена организмом. Из натуральных продуктов много коллагена содержится, например, в холодце. Так, ну что, перейдем теперь к витаминам. Про витамин С я уже только что упоминал в контексте улучшения усвоения коллагена. Это базовый витамин, который полезен, в принципе, для многого. Какие еще витамины потенциально могут быть в дефиците? Первое, это, конечно же, витамин D. Он помогает регулировать количество кальция и фосфатов в организме, которые необходимы для поддержания здоровья костей, зубов, мышц и так далее. Он синтезируется в коже только под влиянием прямых солнечных лучей, поэтому основной объем поступает в организм с пищей. В контексте спорта витамин D при долгосрочном приеме улучшает естественную выработку тестостерона, что весьма кстати. Следующий витамин – это магний. Это макроэлемент, со спортом напрямую не связан, но он играет важную роль в функционировании нервной системы. Магний рекомендуется при стрессе, повышенной утомляемости, тревожных состояниях, интенсивной физической и умственной работе. Он крайне полезен организму в период повышенных нагрузок, укрепляет нервную систему и сердечно-сосудистую систему тоже. Помогает повысить стрессоустойчивость и способствует улучшению сна. Хотя витамины, конечно же, полезны, но не стоит употреблять их бездумно. В идеале, конечно, лучше сначала сдать анализы, чтобы выявить, есть ли у вас конкретно дефицит каких-либо витаминов. Переходим к следующему пункту – популярные мифы о похудении и спорте. Мой любимый пункт. Отдельно я хочу разобрать самые распространенные мифы о похудении и спорте. Большинство, открывая очередное видео про похудение, в глубине души надеется наконец-то услышать какое-то откровение, инсайт, получить волшебную таблетку, как быстро и без усилий достигнуть результата. А это как раз самый главный миф номер один. Волшебной таблетки не существует. Немедленного результата не будет. К сожалению, нам, людям, очень часто недостает банального терпения. Но правда в том, что получить результат мгновенно, прям сразу здесь и сейчас, быстро и без усилий невозможно. И это касается далеко не только похудения, спорта и тому подобное, а вообще практически всего в нашей жизни. Так или иначе, любое качественное достижение – это результат систематических регулярных усилий, приходящих далеко не сразу. Дисциплина, постоянство и регулярность – вот это залог успеха. Миф номер 2. Хотелось бы похудеть в конкретном месте. Этот миф особенно популярен среди девушек. Например, надо вот тут внизу живота жир убрать, а вот другие места не трогать. А то вдруг вот пока спортом буду заниматься, перекачаю ноги или руки, они станут слишком большими. На самом деле организм, он сжигает жировые запасы примерно равномерно по всему телу. Тут могут быть некоторые вариации в пропорциях в зависимости от вашей генетики. В каких-то местах жир может откладываться более интенсивно, в каких-то местах менее интенсивно, но не выйдет в целом ограничить зону похудения какой-то вот определенной областью. Это миф. Миф номер 3. Похудение и спорт – это однократная процедура и просто временная мера. Это одна из популярных вариаций мифа «похудеть к лету». Многие верят, мол, вот я сейчас чуть-чуть посижу на диете или ненадолго налягу на спорт, вот похудею, а потом брошу, забью на тренировки, буду есть что хочу и тому подобное. Увы, это так не работает. Достигнутый результат не фиксируется за вами навечно, его необходимо поддерживать. Как бы это ни было тяжело признавать, здоровый образ жизни, правильное питание и занятие спортом – это серьезный жизненный выбор, который вы делаете в идеале раз и навсегда, и следуете ему постоянно. Да, звучит это очень страшно, но это только звучит так стрёмно, а на самом деле все не так уж и плохо. Вот хорошая новость в том, что поддерживать хорошую форму гораздо проще, чем набирать ее с нуля. Миф номер 4. Главное не есть жир и сахар, и все будет тип-топ. Нет. Важна общая калорийность и баланс белков, жиров и углеводов в пище. Действительно, худеют на кухне, как я уже ранее отмечал в разделе про похудение. Это правда. Но демонизация отдельных продуктов никак вам не поможет. Принцип «я просто не буду добавлять майонез или уберу из рациона сахар» не сработает без осознанного и комплексного подхода к делу. Даже если вы не будете есть сахар или майонез не будете есть, но при этом будете объедаться другими продуктами без меры, толку не будет. Даже вот на простой постной диетической куриной грудке
можно набрать лишний вес, если не соблюдать базовые принципы баланса питательных веществ и норм употребления калорий. Следующий пункт – полезные и вредные спортивные блогеры. Отдельно стоит поговорить о повсеместном засилье спортивных блогеров. Далеко не все из них одинаково полезны. Количество спортивных или околоспортивных каналов за последние десятилетия достигло каких-то совершенно немыслимых масштабов, сравнимое, наверное, разве что с количеством каналов с милыми и смешными котиками и детьми. Я не буду отдельно зацикливаться на ком-то и хейтить кого-то, однако считаю своим долгом предупредить, что среди спортивных блогеров, порой даже весьма крупных миллионников, есть весьма безответственные люди, которые не стесняются ради просмотров кормить свою аудиторию бесполезной, а порой даже опасной и вредной информацией. В целом, я бы разделил таких плохих блогеров на две категории. Первые обещают дать вам волшебную таблетку или показать супер упражнение, которое быстро и без усилий решит все ваши проблемы. Как правило, звучит что-то вроде «делай всего одно движение по 1 минутке 1 раз в день, похудеешь, накачаешь пресс, подписывайся на мою супер-мега 3D-систему» или что-то в этом роде. Как правило, это просто такие инфо-цыгане, которые волшебными крючками такими хотят зацепить ваше внимание, а затем впарить вам какой-нибудь очередной бесполезный курс для быстрого похудения. Вторые — это просто нарциссы-выпендрежники, желающие покрасоваться. Они могут и не предлагать вам что-то там купить, а будут просто зарабатывать на просмотрах, на рекламе. Просмотры для них особенно важны, и ради них они будут из кожи вон лезть, всячески красуясь и выпендриваясь на камеру. Могут демонстрировать какие-то особо сложные и красивые упражнения, всем своим видом демонстрируя, что именно благодаря им они смогли построить идеальное тело, которое они также вам будут активно показывать. Например, вот какое-то время назад мне попался на глаза ютубер, который демонстрировал высший пилотаж с гимнастическим роликом. Мало того, что он раскатывался на нем из положения стоя, так еще и делал это не по прямой, огибая, даже перепрыгивая на нем некоторые препятствия, которые сам же заранее там себе и расставил. А тем временем, как я уже рассказывал ранее, гимнастический ролик — это сам по себе очень травмоопасный снаряд, а уж некоторые элементы с ним, так вообще это сфера профессиональных гимнастов. И подобные ютуберы, они даже ведь не задумываются о том, что их смотрят немало новичков, которые при попытке повторить, что демонстрирует такой блогер, он в лучшем случае сорвут себе поясницу. И само собой, такой нерадивый блогер даже не предупреждает об опасности и мерах предосторожности работы со снарядом. Родную мать продаст ради просмотров. Благо, что не все блогеры такие, есть и достаточно ответственные, делающие качественный контент, дающие много полезной информации на своих каналах. Вообще, изначально я не хотел давать какие-то конкретные рекомендации и ссылки, чтобы не сочли за рекламу, но, пожалуй, назову некоторых хороших ютуберов, ссылки на их каналы оставлю даже в описании или в комментарии к видео закрепленном. Это первая рекомендация у меня будет, это Джефф Кавальер, американский спортсмен, фитнес-тренер и физиотерапевт. Очень много времени в своих видео он уделяет безопасности и эффективности выполнения различных упражнений именно с точки зрения физиологии нашего тела. Лично я считаю его одним из самых лучших и полезных блогеров в спортивной среде. Существуют русскоязычные каналы, выкладывающие переводы его видео. Ссылки на них я также оставлю в закрепленном комментарии или в описании к видео. Так, следующий канал — это Иван Красавин. Это еще один спортсмен, на сей раз отечественный, уделяющий внимание вопросам здоровья и безопасности. Особое внимание он акцентирует на осанке и проблемах со спиной. Следующий блогер Андрей Филиппов. Это еще один атлет. Много времени уделяет турнику, подтягиваниям и тренировкам с собственным весом. Следующий блогер Денис Семенихин. Спортсмен-философ, сторонник всестороннего развития личности. На своем канале он затрагивает вопросы не только тренировок, в том числе в среднем возрасте и старше, но также и вопросы личного духовного развития, поднимает темы психологии, философии и тому подобное. Еще один блогер, или точнее блогерка, Reform-Form. Это спортсменка-калистеник и тренер из Молдовы. Она специализируется на тренировках с собственным весом. Большое внимание уделяет разминке, растяжке, мобильности и тому подобное. Наверное, она интересна будет в первую очередь девушкам, но и мужчинам там есть на что посмотреть и чему у нее поучиться.
Следующий блогер — это Антон Епифанов. Это спортивный врач, невролог и мануальный терапевт. Незаменимый канал для тех, у кого есть какие-то проблемы со спиной, суставами и тому подобное. На его канале можно найти отличные подборки упражнений практически на все случаи жизни для любых травм или каких-то ограничений, подвижности и так далее. Ну и переходим к заключительным частям его сегодняшнего вложика. Это главное, чему научил меня спорт. В заключение я поделюсь своими мыслями о том, чему же еще научил меня спорт, какую пользу он способен принести помимо здоровья и красивого тела. Ну, во-первых, это дисциплина. Дисциплина — это важнейшее качество человека, как лично я считаю. Одно из ключевых для достижения хороших результатов, и это касается не только спорта, а вообще всего. Освоения каких-то новых навыков, успехи в работе и тому подобное. Дисциплина — это универсальный, крайне полезный навык для жизни. Вы продолжаете раз за разом. Берете и делаете планомерно, регулярно, постоянно. Регулярность и постоянство — это залог успеха, как я еще когда-то там ранее упоминал уже сегодня. Только так осваиваются навыки, только так достигаются результаты. Во-вторых, это упорство, умение не сдаваться. Как бы ни было тяжело, вы не сдаетесь, продолжаете, несмотря ни на что. Даже если начинает казаться, что все зря, что результата нет, это не более чем оправдание, скорее все бросить и сдаться. Помните, что многие люди останавливаются и сдаются буквально в метре от успеха. Нужно выработать в себе привычку идти и доводить дела до конца. Железную хватку, так сказать. В-третьих, это терпение. Спорт, как ничто другое, показывает, что быстрых результатов не бывает. Любое значительное изменение в себе, как в своем теле, так и в своем духе, это долгая, кропотливая, тяжелая работа над собой. И неважно, что вы делаете, качаете мышцы, худеете, осваиваете новую профессию или учитесь играть на музыкальном инструменте, все это требует от вас значительного труда, времени и терпения. В-четвертых, это, как ни странно, спокойствие. Спорт очень благоприятно влияет на нервную систему и эмоциональное состояние. Вы станете гораздо меньше раздражаться и реагировать на всякие мелочи жизни, расстраиваться по пустякам. Станете спокойнее, стабильнее, уравновешеннее. Также через спорт в итоге я пришел к философии, заинтересовался древней философией стоицизма, про которую уже делал несколько подкастов на своем канале. Философия помогла скорректировать и устаканить мои личные взгляды на мир и на жизнь. Так что не стоит забывать и поговорку «в здоровом теле здоровый дух». Ну и финальное. Нет, ни в чем сила, как у Дудя. В финальной части своего вложика я бы хотел затронуть вопрос мотивации. За сегодняшний выпуск я вывалил на вас достаточно много полезной информации, но вся она была в основном базовая, без сильного углубления в детали. Я не предлагал вам взять какую-то готовую программу тренировок или заготовленный заранее для вас план питания. И у этого есть причина, а именно есть вещи, которые вам следует обязательно проделать самостоятельно. Если вы готовы начать шаги по изменению своей жизни, вы должны учиться делать их сами. Сами пробовать на себе разные упражнения, подбирать оптимальные под себя и свои ощущения. Ведь никто не знает вас лучше вас самих. Сами составить себе план тренировок, сами подобрать себе подходящие полезные продукты под свои вкусы и составить рацион в рамках своей нормы калорий. Ее, кстати, вы тоже должны рассчитать себе сами. Сами наладить себе грамотный режим сна и дня. Сами должны решиться на отказ от алкоголя, сигарет или других вредных привычек и так далее. Если вы не готовы к подобным шагам, то ни в спорте, ни в похудении у вас ничего путного, скорее всего, не получится. У вас просто недостаточно внутренней мотивации, и вам стоит сперва разобраться в себе, честно поговорить с самим собой, прежде чем что-то решить и начать делать. Спорт, здоровый образ жизни, правильное питание. К чему вам весь этот геморрой? Правильно, большинству из вас ни к чему. Звучит совсем не как мотивация, а скорее как демотивация. Но я сейчас скажу вам жестокую правду, которую мало кто осмеливается озвучивать. А мысль я веду к тому, что внешняя мотивация не работает от слова совсем. Пока вы сами внутри себя не отыщете свою личную причину и внутреннюю мотивацию начать что-то делать и менять свою жизнь, похудеть, заняться спортом, освоить новый навык, музыкальный инструмент, отказаться от алкоголя, сигарет, сменить работу и так далее. Никакие внешние призывы, аргументы и попытки замотивировать не сработают. Многие пытаются использовать какие-то внешние, якобы мотивирующие факторы вроде покупки абонементов в спортзал или занятия с тренером.
будто бы потраченные на абонемент деньги или строгий тренер способны заставить вас заниматься. Ну, хватит вас на пару месяцев, а потом все равно бросите. Точно так же и тренажеры люди покупают, а уже буквально через месяц они становятся простыми вешалками для одежды. Из внешних мотивирующих факторов работает разве что угроза жизни, да и то не для всех. У некоторых инстинкт самосохранения вообще порой отсутствует как класс, а некоторые просто предпочитают смириться с судьбой и сдаться под угрозой смерти, даже не пытаясь бороться вообще. Поэтому не стоит мотивировать себя через какие-то внешние факторы. Если вы сами с собой не договоритесь внутри, глубоко где-то в бездне своего сознания, то все будет бесполезно. Вот как-то так, друзья, это мой первый влог, наверное, получился очень огромным, сумбурным, надеюсь, он будет для кого-то полезен. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам успехов, увидимся, не забывайте подписываться на канал, группу ВК, поставить лайк, если видео вам понравилось, ну и напишите в комментариях, что сами обо всем услышанном думаете, давайте обсудим. Информации очень много, плюс про какие-то нюансы я мог вообще забыть, так что наверняка у многих появятся вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях, я постараюсь ответить, а если вопросов наберется много, то сделаю даже, может, отдельный вложек с ответами.